Если вам показалось, что это видео началось откуда-то с середины процесса, то вам не показалось. Я решила сразу бросить вас в курс событий, чтобы сэкономить ваше время. Пальчики на лапки мы уже вышили, а лапки подстригли в прошлых роликах. Если пропустили, welcome туда. А сегодня переходим к моему любимому этапу тонировки. Ну, почти. Потому что прежде чем взять в руки аэрограф, нужно пройти через одну важную часть, без которой вся работа может пойти не так. И да, я уже вижу, что некоторые из вас закатывают глаза, мол, опять подготовка. Но поверьте, тут будет на что посмеяться. Начнем с малого. Коротко, без лишней воды и раздутых щек. Пастель – классика жанра. Кейса таблеток, каждую ячейку настрогала лезвием пыльцу разных цветов. Получился свой палитроорганайзер. Открыл, набрал кисточкой, закрыл, и он не рассыпается. Дарю эту идею бесплатно, хотя в наши дни ее можно было бы продавать как отдельный мини-курс. Берите, пользуйтесь, экономьте время и нервы. Использую я ее только для финальных легких штрихов. Держится она не так хорошо, как мне хотелось. А вот теперь к стилю. Вообще, я обожаю нитриловые перчатки. Они как вторая кожа, не дают аллергию и сидят идеально. Люблю облегающие, у меня размер S, и если честно, это не только вопрос вкуса. У меня руки аллергируют почти на все, кроме нитрила. Но сегодня в кадре я буду страдать в этих розовых, силиконовых. Купила, думала, что нитриловые, оказалось нет. Неудобные, но согласитесь, ради красивой картинки можно немножко потерпеть. Если начну чесаться, сниму прямо на ходу по-простому. А теперь к настоящей боли. При переезде в Лондон я оставила все свои хорошие рабочие краски в Молдове. И вот выбираю себе в Лондоне новые. И тут начинается классическая игра в рулетку мастера. Купить подороже и спать спокойно, или сэкономить и потом плеваться. Жаба душит, я выбираю экономию. И беру Timber Tech краски для аэрографа. 13-15 фунтов за набор. И они забивают аэрограф постоянно. Сижу, чищу, нервничаю, время идет, а внутренний голос так ласково шепчет, мол, говорила же тебе. И знаете что? Я купила 2 таких набора. 2! Если по-честному, во второй коробке были другие цвета, и мне было откровенно лень самой их замешивать из того, что было. То есть я прекрасно знала, что краска так себе, но решила, что лень дороже принципов. Так что если будете покупать такой набор, берите к нему в комплекте железное терпение и запасной аэрограф. Хотя, чувствую, ради красивого кадра я уже готова страдать чем угодно, причем бесплатно. После Timber Tech я решила больше не играть в рулетку и купила Createx. Водорастворимые, премиальные. Одна бутылочка 7-9 фунтов. Казалось бы, ну вот он хэппи-энд, плати и кайфуй. Но и тут не все так просто. У меня было несколько бутылочек Createx, и в принципе я с этими красками была знакома. Хотя, если по-честному, мои основные рабочие краски это GVR. У меня дома их целая палитра была. Но раз Createx уже были мне знакомы по Кишиневу, решила взять их. И что? Получаю этот набор красок, крашу крышечки в тон, перфекционизм ликует, разбавляю, заливаю в аэрограф и вместо красивого цветного облака получаю спецэффекты. Аэрограф начинает безжалостно плеваться. Краска летит каплями, я сижу в шоке, нервничаю и вообще ничего не понимаю. Но как же так? Это же Createx. И тут сразу 2 открытия. Одно за другим. Во-первых, в процессе съемок этого мастер-класса я наконец заметила маленькую надпись на бутылочке. Рекомендуемое сопло 0,5 мм. А у меня в аэрографе сопло 0,2 мм. Это разница в 2,5 раза. Во-вторых, я вспомнила, что и компрессор у меня сейчас не тот стилач, что был в Молдове, а скромный дорожный малыш, которому такую плотную краску просто продавить тяжело. То есть это сработало в дуэте. И узкое сопло, и слабое давление вместе устроили мне этот цирк. Когда я это поняла, честно рассмеялась сама над собой вслух. Сижу с дурацкой улыбкой на лице, стол в каплях, и я начинаю смеяться. Потому что вот этот поворот я уж точно никак не ожидала. Когда я покупала Createx, этой информации либо не было в описании на сайте, либо я ее просто не заметила. Этикетку я, конечно, не рассматривала на сайте, но кто их рассматривает? Хотя сами краски и правда хорошие, плотные, кроют отлично. Так что вывод такой. Для тонких работ через узкое сопло и на слабом давлении Createx не очень могут подойти. И тут физику не обманешь. Но это не значит, что краски пропадут зря. У меня несколько аэрографов, и в каждый можно поставить сопло своего диаметра. Тонким соплом в другом инструменте буду вести тонкие линии и детали. А вот эти краски пойдут в аэрограф с соплом по
потолще на больших территориях для крупной тонировки. Дальше начинается чистая магия порядка. Мой персональный перфекционизм, разлитый по флаконам. Я крашу крышечки бутылочек точно в тон краски внутри. Знаю, что со стороны это выглядит как клиника и лишняя возня, но поверьте, когда в разгаре работы ты заглядываешь в коробку и мгновенно видишь нужный оттенок, а не перебираешь в панике 30 одинаковых баночек, этот перфекционизм окупает себя каждую секунду. Но главный мой спаситель от катастрофы – вот эти дозированные бутылочки с тонким металлическим носиком и резиновым колпачком. И здесь у меня есть правило, написанное кровью и испорченными работами. Я замешиваю сразу цвет с запасом. Почему? Да потому что в процессе творческого порыва память отшибает начисто. Ты сидишь в потоке, намешала идеальный, уникальный оттенок, а через день или два тебе нужно его повторить, и все. Этот квест, который невозможно пройти заново. Ты смотришь на эту баночку и вообще не помнишь, что ты туда капнула. Так что излишек краски – это моя страховка от склероза. Ну и финальный штрих. Перед тем, как залить эту красоту в аэрограф, устраиваем ей хороший тест на прочность. Водорастворимые краски обожают давать осадок, поэтому взбалтывать их нужно так, будто от этого зависит ваша жизнь. Взболтали, и вот теперь можно заправлять шайтан-машину. Теперь сам аэрограф. У меня их 3 штуки, но сегодня работаю с моим боевым китайцем Fengda BD130K. Бюджетный, в районе 15-20 евро. Разбираю и собираю его каждый раз после чистки. И вот, так, стоп, представляете, снимаю видео и прямо сейчас забыла, как его собирать. А дело в том, что последние несколько месяцев я так увлеклась монтажом и съемкой видео для мастер-классов, что руки слегка отвыкли от этого аппарата. Вот он, разобранный. И я смотрю на детали и понимаю, что в голове пустота. Ой, кажется, эта деталь шла сюда. Ладно, магия монтажа, и вот все собрала. Подключаю к компрессору. Он у меня тоже бюджетный, китайский, на 3 скорости. Можно от сети или от батареек. И да, это тот самый малыш, который раньше отказался продавливать густой креатекс. Но для нашего боевого Фенгда его сил, я думаю, вполне хватит. Кстати, раз уж сегодня день признаний, Жаба, моя старая знакомая, снова взяла верх. Я купила новый аэрограф с рук. Только в этот раз Жаба, кажется, сама не поняла, что натворила. Ну та Жаба, которая вечно спорит с хомяком у всех творческих людей. Аэрограф, который обычно стоит 250-300 фунтов, я взяла за 100. И это не урезанная версия, не подделка, а настоящий Harder and Steinbeck, если я правильно прочитала. В отличном состоянии. И вот тут, наверное, многие ждут подвоха, мол, сейчас расскажет, как опять прогадала. А вот и нет. В этот раз рулетка сыграла в мою пользу. Наверное. Но это не точно. Сниму обзор в следующем видео. Если прогадала, поржем вместе. Видео про него точно выйдет, но не ждите его завтра. Вы меня уже знаете. У меня обычно скоро, это недели через 2, когда я наконец отсниму этот момент. Дорогой аэрограф с тонким соплом будет для тонких ювелирных работ, там, где важна каждая деталь. А бюджетные, вроде моего Fengda, останутся для широких масок и заливок, где нужно покрыть большую площадь, и совершенно не критично, если сопло немного покапризничает. То есть это не история про то, что один лучше другого, а про то, что у каждого будет своя задача. И финальный штрих перед стартом. Поскольку лимит глупых ошибок на сегодня я уже явно исчерпала, устраиваю обязательный тест цвета на кусочки меха. Но на разной текстуре акрил ведет себя абсолютно непредсказуемо. Ошибиться здесь значит испортить коллекционную работу без шанса на реанимацию. Да, акрил – краска водорастворимая, но пытаться выстирать ее из густого ворса – то еще сомнительное удовольствие. Поэтому правило простое. Сначала тренируемся на лоскутках, и только когда результат идеален, прикасаемся к игрушке. И обязательно держим в голове главный оптический обман тонировки. В сыром виде краска всегда кажется чуть темнее. Так что не паникуем раньше времени, сушим тестовый кусочек до победного и оцениваем оттенок только после высыхания. И раз уж мы заговорили про безопасность тестов, есть еще одна вещь, без которой я вам категорически не советую начинать работу с аэрографом. Когда я только начинала осваивать аэрограф, я, как самый умный человек, маску не надевала. Помните, краска ведет себя как невидимый туман. Она оседает не только на игрушке, она часами висит в воздухе, и вы ею дышите. После такой одной сессии я весь день не могла нормально вздохнуть, будто наглоталась тяжелого влажного воздуха. Это ощущение не
проходила почти 2 дня. Я физически чувствовала эту липкую тяжесть внутри и последними словами ругала себя за глупость. Кстати, тряпочные маски, если что, не спасают вообще. Я проверяла. Отгадайте результат правильно. Все цвета палитры на слизистой, в том числе и на глазах. Так что теперь я работаю только в мощном профессиональном респираторе. Учитесь на моих ошибках. Ваше здоровье точно того не стоит. Надеваю маску, и вот теперь точно погнали. Ну а сама тонировка в следующем видео.